Господин Бакери, я приветствую вас в эфире радио Организации Объединенных Наций в преддверии Всемирного дня здоровья. И в связи с этим первый мой вопрос. В сентябре прошлого года страны-члены ООН приняли важнейший документ «Повестка Дня устойчивого развития до 2030 года». Генеральный план, по которому будет жить человечество в течение ближайших 15 лет. Среди 17 целей плана есть та, которая посвящена здоровью человека. Цель номер 3 – обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте. Какие шаги вы считаете необходимыми предпринять в первую очередь для того, чтобы достичь этой цели как в России, так и в мире в целом? Вы знаете, это очень такая, как говорят врачи, многокомпонентная терапия. Она не в прямом смысле терапия, а терапия как способ, так скажем, оздоровления. Я, по крайней мере, знаю по меньшей мере 100 программ различных оздоровления нации. И мы в 2003 году, когда создавали Общероссийскую общественную организацию Лига здоровья наций, впервые в нашей стране заявили о формировании здорового образа жизни. На нас смотрели, знаете, вот немного с усмешкой, потому что, говорили, у нас был госплан, теперь мы будем формировать здоровый образ жизни. На самом деле в этом ничего особенного нет. А исторические истоки появления человека сводятся к тому, что человека учат жить, в отличие, скажем, от дикой природы. Поэтому я бы так сказал, глобально, если говорить, мы, врачи, очень искренне приветствуем вот начинание, которое исходит от такой всемирно признанной организации, кстати говоря, активным участником которой был Советский Союз, да? Моя родина. Вот. Но с другой стороны, нам бы хотелось, чтобы такая большая организация в масштабах всего мирового сообщества, она бы не зацикливалась на какие-то отдельные элементы. Есть такое, знаете, какая-то группа врачей, там, скажем, проект вот пробивает, и появляется проект. Потому что, еще раз хочу сказать, что от простуды люди не умирают, а от инфаркта миокарда, от инсульта, от пороков сердца, от многого другого они умирают. Они умирают в том числе и от так называемых коморбидных состояний, когда сердечно-сосудистые заболевания, и в этом же организме есть сахарный диабет. Сахарный диабет – это, конечно, беда. Это вот эти магазины, наполненные, знаете, сахарами, эти кафешки, эти рестораны, это непрерывная вода какая-то сладкая и так далее. И вопрос, который мы хотим решить вот просто так, вот борьба с сахарным диабетом, она не закончится, если мы, скажем, не коснемся коморбидных состояний, если мы не коснемся вопросов, которые способствуют этому. Правильно? В этом году Всемирный день здоровья отмечается 7 апреля, и его девиз «Победить диабет». Эта тема непосредственно связана с вашей профессиональной деятельностью. Какие меры стоило бы предпринять, чтобы снизить эту угрозу как в России, так и в мире в целом? Очень большое значение имеет для профилактики любой болезни, особенно, скажем, сахарного диабета, это, конечно, пропаганда того, чего не надо делать, того, чего не надо кушать, того, чего не надо пить. Вот. И я думаю, что у Организации Объединенных Наций, в том числе вот на вашем примере, я вижу, есть достаточно сил для того, чтобы людям рассказать, что чрезмерное потребление сладкого, знаете, или там, скажем, мучного, это как раз шаг к тому, чтобы, в общем-то, стать в список тех людей, у которых есть сахарный диабет. Вот в такой беседе, конечно, невозможно там рассказывать, потому что я прекрасно понимаю, что сам бывает в такой ситуации, что это в одно ухо влетает, а в другое вылетает. Но хотел бы сказать так, что одно дело, когда мы говорим о детях, предположим, о юношах, которые в силу своего роста, развития, они все равно много двигаются, знаете, они бывают на свежем воздухе и так далее и тому подобное. Другое дело, люди, которые, скажем, перешагнули, предположим, 50-летний возраст, и они продолжают жить теми же привычками, какими они жили там в предыдущие годы, и там, скажем, потребляют в огромном количестве там сладости, мучное, все то, что, в принципе, может способствовать углублению, особенно в случаях, когда это имеет наследственный характер и так далее.
Поэтому еще раз, как одну фразу хотел бы сказать, что этот вопрос, прежде всего, требует соответствующей пропаганды со стороны специалистов в какое-то конкретное время, чтобы люди могли послушать, да. И очень важно, чтобы это был международный опыт, чтобы, скажем, на российском канале говорили не только наши специалисты, но и представители других развитых клиник, не обязательно стран, а клиник. Вот. И наши специалисты, выдающиеся специалисты в области диабета, которые есть в нашей стране, и у нас великолепный центр диабетический функционирует с филиалами и так далее, чтобы они могли обмен с опытом в этом отношении проводить. Господин Бакери, уникальность повестки 2030 в том, что она обращена к правительству, гражданскому обществу, так и непосредственно самому человеку. Что бы вы, как знаменитый врач, рекомендовали человеку, чтобы человек следил за своим здоровьем и помогал врачам бороться с болезнью? Ведь не секрет, что бездейственное участие самого пациента, эффективность лечения гораздо ниже. Да и вообще лучше предупредить, чем лечить. Ну, это ключевой момент, как достучаться до пациента, как достучаться вообще до обычного человека. И, вы знаете, такие глобальные рекомендации я никогда не принимал. Для меня существует понятие того, что я в 5 часов, допустим, включаю телевизор и слушаю, там, скажем, лекцию, которая меня интересует и которой я доверяю, поскольку это идет от очень серьезной общественной организации. Раз. Другое, я знаю, скажем, газеты, где я могу, предположим, почитать там то, что меня интересует. Я знаю, что там это систематически публикуется. У нас тоже в стране такие вещи есть. Должна быть понятна доступность к средствам информации, которые человека интересуют. И это невозможно решить глобальными, так скажем, лозунгами. Меня это часто смущает, потому что мы это уже много раз переживали. Лозунг, а дальше потом, понимаете, неделя прошла и уже забыли, и никто к этому не возвращается. Мне кажется, должны быть соответствующие инструменты, соответствующие должны быть согласительные документы государств, участвующих в Организации Объединенных Наций. Я там, кстати говоря, выступал лет 15 назад, да. Как раз по этим вопросам была такая программа про ООН. Я не знаю, сейчас она есть или нет, но была такая программа, вот, и меня приглашали, я там выступал, и в ЮНЕСКО я выступал. Вот все то, что я сейчас говорю, я говорил и 15 лет назад, так? Вот. Для нас важно, для людей, которые всю жизнь этим занимаются, чтобы любому человеку, который умеет читать, чтобы ему было понятно, как к этой информации подобраться. И ему важно авторитетное мнение, чтобы он знал, что это, понимаете, не кто-то там ему подсказывает, недоучка какой-нибудь, а человек, который эту проблему знает. Ведь вот смотрите, что делается сейчас в связи с появлением интернета. Придумали, что магнитом каким-то можно вылечиться. И для того, чтобы к нему притянуть внимание, понимаете, начали использовать мое имя. Я там выступил с опровержениями, с тем, с тем. Сейчас получается, что надо, вообще-то говоря, судиться, потому что прямо противоположное тому, что я говорю. Я говорю, что ишемическая болезнь сердца – это анатомический субстрат. Ее можно вылечить, либо поставить человеку стенд, либо сделать операцию. И у нас, у врачей, у хирургов, у кардиологов есть согласительные документы. Когда надо делать операцию, когда можно катетером, там, скажем, вылечить человека. Вот. Поэтому этот аспект тоже присоединяется. Вы откроете интернет, чего вы только там не увидите, да, в качестве того, что тебя за один присест, там, ты что-то проглотил, и ты, скажем, вылечился. Поэтому должны быть, вот я еще раз хочу сказать, согласительные документы на уровне Организации Объединенных Наций, которые любое средство массовой информации скажет, это вранье. Вот сказал Иванов, великий врач, но это вранье, если это он сказал, потому что вот рекомендации от имени Организации Объединенных Наций, рекомендации Всемирной организации здравоохранения, ЮНЕСКО и так далее. Мы, вообще-то говоря, мало литературы имеем. И от ЮНЕСКО, и от Организации Объединенных Наций. Наверное, это более глобально, чем, скажем, такой центр, как наш, не поступает. Мы даже не знаем, где эти документы по-настоящему получить.